Мохаммед Салах. Его имя гремело с трибун, мелькало в заголовках газет, звучало в лучших футбольных шоу на протяжении всего сезона. Ему пророчили золотой мяч, преодоление многих рекордов. Но как же именно маленький арабский мальчик стал фараоном? Как именно Мохаммед Салах стал живой легендой Ливерпуля? Маленькая деревня Нагрик, расположенная в египетской провинции Гарбия. Это не место, о котором пишут в туристических путеводителях. Здесь нет футбольных академий, стадионов, дорогих спортивных комплексов, только пыльные дороги, кирпичные дома и жаркое солнце, которое будто выжигает землю дотла. Именно здесь, 15 июня 1992 года, родился Мохаммед Салах, старший ребенок в семье. Его отец, Хамед Гали, работал госслужащим. Мать была домохозяйкой. Семья жила просто, без излишеств, но всегда старалась дать детям лучшее, что могла. В доме ценились скромность, трудолюбие и вера. С самых ранних лет было ясно, что у Мухаммеда особая связь с мячом. Его отец занимался футболом, но только на любительском уровне. Мухаммед мог проводить целые дни, гоняя самодельный мяч из носков по узким улицам деревни. То поле, на котором он делал первые шаги, лишь с большой натяжкой можно было назвать футбольным. Это был просто пыльный участок земли с самодельными воротами. Мальчика не нужно было заставлять тренироваться, наоборот, ему было сложно оторвать от игры. Он влюбился в футбол так, как другие дети влюбляются в сказки. Сам Салах говорил так: «Я полюбил футбол в 7 лет. Постоянно смотрел Лигу чемпионов и матчи с участием Зидана, Роналдо, Тотти. А потом, играя с друзьями во дворе, старался повторить их движения и финты. Я был влюблен в этих футболистов. В их игре была магия». Получалось у Салаха очень даже неплохо. Его друг рассказывал: «Мы играли вместе, я, его брат и еще несколько ребят со двора. У нас постоянно не получалось забрать ему мяч, его левая. Ох, как прекрасна его левая нога. Он был такой быстрый, так умно действовал. Именно благодаря этим навыкам египтянин и попал в школьную команду». На одном из соревнований юного таланта заметили скауты из Мокалувра. Именно с этим клубом Салах и подписал свой первый контракт. На тренировке он добирался по 4 часа только в одну сторону. Чтобы успевать на тренировки, он практически полностью пропускал школу. Я шел на занятия к 7 утра, а через пару часов доставал объяснительную от клуба. Мухаммеду разрешено покинуть школьные занятия раньше, чтобы он мог успеть на тренировку к 2 часам, рассказывал египтянин. Дома он оказывался только к 10 часам вечера. Уставший, он ложился спать, а с утра то же самое. 5 дней в неделю, 4 года. Изначально тренер его использовал как левого центрального защитника, однако самому игроку это не нравилось, он хотел забивать. Тренер прислушался к нему и придвинул ближе к атаке. Спустя какое-то время Мо перестал играть и просто сидел на скамейке. Так продолжалось более 2 месяцев. Он хотел бросить футбол, но отец сказал ему: «Послушай, все, кто стали со временем знаменитыми, сильно страдали в детстве. Будь к звездам тернист. Просто сосредоточься на игре, тренируйся, и я уверен, что ты снова выйдешь на поле». Эти слова сильно замотивировали мальчика, и он продолжил работать. Это вскоре окупилось, он снова стал выходить на поле. На протяжении всей своей карьеры в Египте он мечтал об одном – играть в Европе. Этот шанс пришел очень неожиданно для него. В марте 2012 года швейцарский клуб «Базель» организовал товарищеский матч между молодежкой и юными представителями сборной Египта. 19-летнего Салаха выпустили во втором тайме, и он оформил дубль. Президент Базеля после говорил: «Никогда не забуду, что увидел на поле в тот день. У нас был шок. Стоял жуткий холод, но Салах был великолепен. Я в жизни не видел футболиста с такой скоростью». После матча ему предложили контракт на 4 года. Трансфер обошелся Базелю 2,5 миллиона. Начало европейской карьеры было сложным для египтянина. Новый язык, новая культура, постоянный холод. Он даже не мог есть привычную еду. Увидев игру футболиста вживую, тренер подумал, что вместо него приехал его брат-близнец. Когда я впервые увидел записи его игры, то думал, что видео ускорено. У него было все: скорость, удар, левая нога. Однако, когда Мо тренировался с нами в первый раз, мы все задавались вопросом: может быть, у него есть брат-близнец? Но уже на второй тренировке египтянин был неудержим. Сам игрок говорил об этом периоде так: «Я родился в Египте, все там знал, но ничего не знал о Швейцарии. Я не знал языка, не знал, где могу поесть привычную мне еду, включал телевизор, а там не было египетских каналов. К тому же я был там совсем один. Первое время мне приходилось непросто. Тут и проявилось одно из важнейших качеств игрока – упорство. Он начал учить английский, больше тренироваться и работать над собой. Это дало результат. Уже в первом сезоне египтянин стал важной частью команды, забив 10 голов и отдав 10 ассистов во всех турнирах. Тут стиль игры Салаха стал более зрелым. Он начал лучше читать игру, стал хладнокровнее у ворот и начал активнее использовать свои скоростные прорывы с фланга. Особенно ему давались резкие рывки за спину защитникам и обводки в ситуации 1 в 1. Он стал настоящим кошмаром для обороны соперников. В Лиге Европы Салах заявил о себе на весь континент.
Особенно ярко он проявился в матче против Тоттенхэма и Челси, где его техника сводила с ума защитников. Он помог Базелю выиграть чемпионат Швейцарии, а позже снова навел шум в Европе, забив 2 гола в ворота Челси в групповом этапе Лиги Чемпионов. Тогда им заинтересовались не только скауты самого Челси, но и Ливерпуля. Мourinho он также впечатлил. Он молод, быстр, креативен, полон энтузиазма. Мы проанализировали его и увидели в нем скромную личность на поле, готовую работать на команду, адаптироваться к новой жизни. И на португалец позже и настоял на трансфере Вингера. В январе 2014 года Салах перешел в английский клуб за 16,5 миллионов евро, получив контракт на 5 лет. Для молодого египтянина это был переход в новый мир. Переезд в Лондон, раздевалка полная звезд, Азар, Оскар, Виллиан, Дрогба. Каждый тренировочный день превращался в борьбу за место на поле, однако конкуренция была жестокой. Мourinho, который видел в Салахе огромный потенциал, оказался непреклонен. Место в основе нужно было заслужить. Но вместо шанса проявить себя на поле, Мо чаще оказывался на скамейке запасных. В своем первом сезоне за Челси Салах провел всего 11 матчей, большинство из которых выйдя на замену. Я был молод и нетерпелив, мне казалось, что я готов играть всегда, но Челси это не место, где дают время на адаптацию, вспоминал позже Салах. На тренировках египтянин выкладывался на полную, старался учиться у лидеров команды, но на поле этого никто не видел. Пресса начала говорить о нем как о провале, а Само чувствовал себя потерянным. Тогда ему не хватало опыта и уверенности, а в борьбе за место в составе он столкнулся с именитыми конкурентами, которые находились на пике формы. Но самое обидное, Салах видел, как его мечта быть звездой премьер-лиги превращается в серую рутину – сидение на скамейке. Однако, Мо не был готов сдаться. Он понимал, что ему нужно играть, чтобы расти. И когда на горизонте появился шанс на аренду, он ухватился за него обеими руками. Так начался следующий этап его карьеры. Этап, где ему пришлось заново доказывать свой класс и вернуть веру в свои силы. Сам египтянин не считает период в Челси настолько провальным. Позже он говорил: «На 100% уверен, что этот опыт меня многому научил. Я узнал, как быть более профессиональным и как стать лучше. Это был большой шаг в моей карьере». Поняв, что сидеть на скамейке в Челси это путь в никуда, Мохаммед Салах принял решение об аренде. Его новым домом стала Италия. Страна, где футбол это не просто игра, а религия. Первой остановкой стала Фиорентина. Флоренция встретила Салаха с любопытством, но без особых ожиданий. Молодой египтянин оказался очередным талантливым, но потерянным игроком Челси. С первых матчей Салах поразил фанатов Фиорентины своей скоростью, дриблингом и голевым чутьем. Газеты называли его новым фиолетовым фараоном. А фанаты вспоминали, как после каждого гола он молился, опускаясь на колени прямо на поле. Журналисты не раз подчеркивали его скромность и приверженность вере. Один из самых памятных матчей того периода – матч против Ювентуса. Мо забил 2 потрясающих гола, став настоящим героем вечера. Когда у него мяч, я просто сижу и наблюдаю, он заставляет защитников выглядеть как детей, признавался его партнер по команде. Но несмотря на успехи Фиорентине, судьба готовила ему новый вызов. Летом 2015 года Салах принял предложение Ромы. Этот переход не обошелся без скандала. Фиорентина считала, что имеет право продлить аренду, но Мо решил иначе. Для него Рома была шагом вперед. Тренер римлян Руди Гарсия сразу дал понять: Салах это игрок, который может решить матч в одиночку. И Мо доказал это уже в первом сезоне. Он стал лидером команды, его скорость и способность обыгрывать соперников сделали его настоящей звездой серии А. Вместе с Франческо Тотти он стал символом команды. В раздевалке египтянин всегда был скромен, но на поле он был настоящим хищником. Журналисты называли его «Тень Тотти», но сам итальянец говорил: Салах не тень, он цвет этой команды. Сам египтянин любил Ческу и восхищался им в детстве. Тотти всегда был невероятен, я с удовольствием смотрел нарезки с его игрой. Находясь уже в Риме, Мохаммед говорил: игра с ним это честь, он легенда, а я просто счастлив быть рядом. В сезоне 16-17 Салах забил 19 голов и отдал 15 ассистов. Пресса не переставала восхищаться им, карьера Дело Спорт писала: в Риме появился новый император, его зовут Мохаммед Салах. Но даже этого успеха было мало. Мо мечтал о больших победах. Из трофеев на его полке было лишь 2 чемпионства в Швейцарии и Кубок Лиги с Челси. Он жаждал побед, ждал возможности, ждал команды, которая сможет дать ему эти победы. И этим клубом стал Ливерпуль. Римлянам было выплачено 42 миллиона евро, и началась не только новая часть истории Салаха, но и новая часть истории футбола, и АПЛ в частности. Когда Мохаммед Салах подписывал контракт с Ливерпулем летом 2017 года, многие скептики считали этот трансфер рискованным. Зачем Ливерпулю Вингер, который не мог закрепиться в Челси? Но Майкл Эдвардс видел в египтянине нечто большее: скоростного, техничного, невероятно трудолюбивого игрока, который идеально вписывался в систему Юргена Клоппа. Именно спортивный директор настоял на трансфере игрока. Сам Салах говорил так: когда я был юн, мечтал однажды сыграть за этот клуб. Когда мне предоставился шанс попасть сюда, я долго думал, стоит ли мне остаться в Роме или же решиться на переход. Ведь это стало бы осуществлением детских грез.
Я принял решение вернуться в АПЛ. Я всегда играл за Ливерпуль на PlayStation. У меня была команда со Стивеном Джеррардом, Сами Хьюипи и Джейми Каррагером. Мне очень нравились мерсисайдцы и их стиль. Уже в первом сезоне на Энфилде Салах стал настоящей сенсацией. 32 гола в АПЛ – новый рекорд для 38 матчевого сезона. Его скорость, дриблинг и невероятное голевое чутье заставляли защитников теряться. Фаны сразу же прозвали его египетским королем, а трибуны Энфилда каждую неделю взрывались из знаменитого К сожалению, завершить этот великий сезон титулом не вышло. В финале Лиги Чемпионов 2018 года против мадридского Реала произошло то, что фанаты Ливерпуля назовут ночью сломанных сердец. На 30-й минуте Салаха грубо остановил Серхио Рамос, выведя его из игры. Египтянин покинул поле со слезами на глазах. Ливерпуль проиграл 1-3. Ранее он вывел свою сборную на чемпионат мира, и он вполне мог пропустить турнир, но поехал в Россию, пусть и не до конца здоровым. Играть он практически не мог. Я возвращался в свою комнату и плакал почти каждый день. Я хотел выйти в стартовом составе на первый матч против Уругвая, но не мог играть. Я плакал в автобусе, плакал в ванной. Я знал, что не могу играть. В один момент все исчезло, и это было очень тяжело. В Египет из группы выйти не смог, но совсем без званий Салах не остался. Рамзан Кадыров призвал ему звание почетного гражданина Чечни. Но настоящие чемпионы не сдаются. В сезоне 18-19 Ливерпуль вернулся еще сильнее. Салах снова блистал на поле, забив 27 голов во всех турнирах. Самым ярким моментом стал его невероятный гол в ворота Челси, мощный удар с дистанции, который взорвал Энфилд. Команда Клопа боролась за титул АПЛ до последнего тура, но набрав космические 97 очков, уступила Манчестер Сити. Однако в Лиге Чемпионов команда преуспела. В финале против Тоттенхэма Салах открыл счет уже на второй минуте, уверенно реализовав пенальти. Этот гол стал символом его упорства от слез в Киеве до триумфа в Мадриде. Спустя сезон Салах продолжал творить историю на Энфилде. В сезоне 19-20 он вместе с командой взял долгожданный титул чемпиона Англии, первый для клуба за 30 лет. Снова скорость, дриблинг, невероятные голы и фраза Клоппа. Салах — это не просто игрок, это явление. Но и после этого египтянин не сбавил оборотов. Каждый сезон он набивал более 20 голов во всех турнирах, становился лучшим бомбардиром команды и продолжал переписывать рекорды клуба. Мохаммед Салах начал сезон 24-25 как один из лидеров Ливерпуля. Несмотря на приход нового тренера, не столь атакующего, как Юргена Клоппа, египтянин сразу же показал высочайший уровень игры. В первых матчах Салах демонстрировал невероятную форму. Несмотря на то, что египтяне начали терять свою скорость и резкость, Салах проявлял невероятное чувство позиции и умение завершать атаки. Но когда нужно было показать технику, он это делал. С первых туров английской премьер-лиги Салах стал и ключевой фигурой в атаке Ливерпуля, забивая важные голы и создавая моменты для партнеров. В этом сезоне от его голов пострадали такие клубы, как Манчестер Сити, Арсенал, Челси, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм. Суммарно против них Салах оформил 16 результативных действий, что говорит о том, что в важных матчах ворон проявляет себя очень ярко. В Лиге Чемпионов Салах также не раз демонстрировал свое мастерство. За этот сезон в главном европейском турнире египтянин забил 3 гола и отдал 4 передачи. Средняя оценка в этом турнире составила 7,22, что является очень достойным результатом. Из провальных матчей в борьбе за европейское первенство можно вспомнить разве что матч с ПСЖ, а именно первый, оценка в котором составила 5,87. К концу января на его счету уже было 19 голов и 13 результативных передач только в АПЛ и 4+4 в других турнирах. Абсолютно космическая статистика, напомню, только к концу января. Но после у Салаха начался спад, и уже такой сумасшедшей статистики у него не было. Что самое примечательное, спустя какое-то время начался спад и у всей команды. Связано ли это как-то? Решать вам. По итогу, на момент 11 мая, Ливерпуль по пенальти вылетел в 1/8 от ПСЖ, проиграл финал Кубка Лиги Ньюкаслу, а в национальном кубке обидно уступил Плимуту. Однако, на фоне всех этих неудач ярким пятном остался АПЛ, который египтянин бурно праздновал со всей командой. Всего на момент написания сценария, а именно 11 мая, у Салаха космические 39+23 по голу плюс пас в 56 матчах за клуб и сборную. Вероятнее всего, Салах станет лучшим голеадором и ассистентом в АПЛ. Если успешно проявит себя в оставшихся матчах, поборется за европейскую золотую бутсу. После вылета из Лиги Чемпионов его шансы на золотой мяч значительно снизились. Но кто знает, возможно, Салаху все же удастся забрать самый престижный индивидуальный трофей. Пожелаем ему удачи! Итоговые цифры Салаха по итогам сезона я выложу в свой телеграм-канал. Также там будут 15 малоизвестных фактов про египтянина. Несмотря на то, что мы подошли к концу его текущей футбольной карьеры, есть еще несколько очень важных составляющих этого игрока. Одна из них — это рекорды и трофеи. Пойдем по порядку. На счету Салаха огромное количество рекордов. Вот некоторые из них. Самый быстрый хитрик в истории Лиги Чемпионов — 6 минут и 12 секунд. Он забил больше всего голов Лиги Чемпионов, выступая за английский клуб — 45. Лучший африканский бомбардир — 50 голов. Лучший голеадор в рамках АПЛ за один сезон
32 гола. Позже его рекорд побил Холланд. Также у Салаха есть множество других рекордов, число которых уже достигло 64. Полный их список также опубликован в ТГ, так как перечисляя их тут, боюсь, потрачу слишком много времени. Аналогичная ситуация и с персональными наградами. 7 раз лучших игроков месяца в АПЛ, 3 золотые бутсы этого же турнира, и вероятно скоро будет 4. Лучший африканский игрок десятилетия, дважды 3 место на премии FIFA The Best, а также 5 место на золотом мяче. Возможно, не сломая его рану в 2018, он мог бы стать и обладателем награды от France Football, но остается только гадать. Из командных титулов у него есть 2 АПЛ, 1 Лига Чемпионов, Суперкубок УЕФА и Кубок Англии. Я перечислил лишь самые основные достижения Салаха. Посмотрим, может и этот внушительный список пополнится. Мохаммед Салах – это не просто выдающийся футболист, но и человек с четкими жизненными принципами. Он родился в маленькой деревне Египта, всегда гордился своими корнями. Несмотря на мировую известность, Салах не забывает о своих истоках. Он регулярно помогает своей деревне, финансируя строительство школ, больниц и спортивных площадок. Жители деревни благодарны своему знаменитому земляку, и в деревне даже появилась граффити с его изображением, ставшая местной достопримечательностью. Семья для Салаха – это основа его жизни. Он женат на своей давней возлюбленной Маги Садек, с которой воспитывает 2 дочерей. Салах часто подчеркивает важность семейных ценностей и старается проводить с близкими как можно больше времени. Даже будучи мировым футбольным кумиром, он сохраняет скромность и простоту в общении с близкими. Религия также занимает важное место в жизни Салаха. Будучи мусульманином, он не скрывает свою веру, регулярно совершает молитвы и часто отмечает важные религиозные праздники. Его празднование голов молитвенным поклоном стало его визитной карточкой на футбольном поле. Кроме того, Салах активно занимается благотворительностью не только в Египте, но и за его пределами. Он поддерживает международные программы помощи детям и семьям, а также участвует в проектах по борьбе с бедностью и распространением образования. Благодаря своей активности вне футбольного поля, Салах стал примером для миллионов людей по всему миру. Подводя итог этой невероятной истории, хочется сказать: путь Мохаммеда Салаха – это не просто история великого футболиста. Это история мальчика из маленькой египетской деревни, который не сдавался, когда был далек от мечты. Это история упорства, веры в себя и умения вставать после каждого падения. Его путь был полон испытаний. Долгие часы в дороге ради тренировок, боль на скамейке запасных Челси, сомнения в себе и трудности адаптации в Европе. Но каждый раз Салах находил в себе силы идти дальше. Он не жаловался на несправедливость, не искал оправданий. Он работал, учился и рос. Сегодня Мохаммед Салах не просто звезда мирового футбола. Он символ надежды для миллионов детей по всему миру, которые мечтают стать великими. Его история говорит нам: не важно, откуда ты начинаешь, важно, куда ты готов идти ради своей мечты. Так что, если вам кажется, что ваша цель недостижима, вспомните маленького мальчика из Нагрига, который сделал невозможное.